И вот я сделала ДНК-тест и узнала с высокой степенью вероятности, откуда приехал в наши края, то есть в село Башмачку Днепропетровской области, мой прадед Гжегош Поплавский. А дело в том, что я совпала по ДНК с целой семьей из Польши на уровне своей шестиюродной сестры Терезы Флорчук. И у них в генеалогическом древе тоже есть Гжегош Поплавский, примерно 1800 года рождения, который родом из Пшибышина, что недалеко от границы с Белоруссией и Черниговщиной. И этот ихний Гжегош примерно тех лет, что и мой прадед. Отца Гжегоша звали Якуб, а деда Ян Поплавский, 1750 года рождения, у которого жена была Клара Гераш. Жену Гжегоша звали Марианна Бискупьянка. Бискуп – это по-польски епископ. То ли она была из семьи епископа, то ли из местности бискуп. Непонятно. Сам Пшибышин, гмина Цехановец Подляжского воеводства. По истории Пшибышина я вообще ничего не нашла, ни на одном языке, даже на польском. Фотографий тоже старых нет, поэтому нам в помощь только Google карта. Вот такой вид сейчас у этого села, всего 2 улицы. Обычные кирпичные дома современные, но сохранились и старые деревянные. А это говорит о том, что когда-то тут был лесной район. Здесь были леса, которые все уже вырубали, и теперь там поля. В годы Речи Посполитой Пшибышин относился к Дрогичской земле Подляжского воеводства, и по 3-му разделу Речи Посполитой 1795 года городок вошел в состав Пруссии, а в 1807 году по Тильзитскому миру территория этого воеводства перешла к России. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Другое совпадение с моими дальними польскими родственниками в том, что об ихнем Гжегоше у них нет больше сведений архивных, кроме того, что он отец их прапрабабушки Агнешки. Дальше его следы в польской генеалогической базе теряются, как и всех остальных этих Поплавских. Хотя Данута, дочь моей шестиюродной сестры, работает активно в архивах, индексирует их, то есть весь архив у нее под руками. И хотя Данута общалась на эту тему неохотно, но успела сказать, что тоже удивляется, куда эти Поплавские пропали. Все, кроме Агнешки. А по моим догадкам, Гжегош Поплавский переехал с младшими детьми на восток, куда неизвестно, но именно из Черниговщины он попал в Башмачку. И может даже с другой женой. И может даже эти младшие уже родились в Украине, а старшая дочь Агнешка или вышла замуж, или осталась в Польше с матерью, первой женой Гжегоша. Но это только догадки. И так как мы знаем, что Российская империя тут в Украине раздавала земли налево и направо, а Пшибышин, как мы видим, небольшое село, то земли там не хватало, кругом одни леса. И мои Поплавские тоже сели на свои вазы и переехали в Украину где-то в 1820-30-х годах и перешли там православие. В Башмачке и Сергеевке потомки Поплавских многие помнили, что их предки приехали именно из Черниговщины. И какой-то Поплавский, может даже сын того Гжегоша, был управляющим начебто у какого-то там помещика, и тогда это был Милорадович, который действительно имел поместье на Черниговщине. И еще важно добавить, что родная сестра моей прабабушки Ольга, которая умерла в 60-х годах 20 века, то ее внучки помнят, что она разговаривала с польским акцентом еще и употребляла всякие там псякрев и другие польские словечки. Считается, что фамилия Поплавский распространенная, но даже сейчас в Польше ее носят всего 12 605 человек, а в Пшибышине живут 9 Поплавских. В общем, как-то так на сегодняшний день.
Kieńka niewielka, w ręku konopielka, w gaju na Dunaju, w ręku konopielka, jeszcze cieniejsza, u mamy córeńka, w gaju na Dunaju, u mamy córeńka, Marysia krasna, paweczki pasła, w gaju na Dunaju, paweczki pasła. Pawki chodziły, pióreczka gubiły, w gaju na Dunaju, pióreczka gubiły. Marysia krasna, piórka zbierała, w gaju na Dunaju, piórka zbierała. Które ładniejsze, do fartuszka kładła, w gaju na Dunaju, do fartuszka kładła.